Добрый день, друзья! Сегодня нашему вниманию подвергнется кубачинский серебряный кувшин. Кубачинские серебряные кувшины, они делятся по нескольким признакам. По форме, по объему, миллилитрах, по рисунку, по внешнему виду, с крышкой он или без крышки. Мы детально изучим сегодня с вами кувшины, какие они бывают и в основном для чего их приобретают. Вот возьмем, например, классический кубачинский серебряный кувшин с растительным орнаментом. Как вы можете видеть, рисунок у него изображает растительный орнамент. Также бывают они в виде вот таких чешуек, в виде чешуек побольше, в виде вот таких вот выпуклых чешуек. Но мы в данном случае рассмотрим растительный орнамент, потому что процентов 60-70 кубачинских изделий, они все идут с растительным орнаментом. Это классический кубачинский стиль обработки, рисования на кувшинах. Значит, как вы можете видеть, перед нами кувшин объемом 1,5 литра. Это классическая форма кувшина. В основном он делается для воды. Иногда кто-то пьет из него вино. Ну, кто-то может сок, кто-то молоко. Кувшин с крышкой. Крышка такая объемная, очень интересная, классическая. Кувшин изнутри полностью белый. Хотя кажется, что он позолоченный, но это все отражение. Когда сосуд вот такой вот круглый и узкий, то серебро внутри в свете вот этой подсветки нашей, да и на солнце даже, будет вот так вот отражаться белым, желтым вот таким цветом. Как вы видите, весь кувшин исписан гравировкой и чернением. Даже крышка. Можно детально посмотреть. Даже ручка его. Ручка кувшина. Весь процесс полностью от и до, от куска слитка серебра и до вот этого вот состояния, которое мы сейчас держим в руках, весь процесс ручной работы полностью. То есть задействуются такие вот предметы, как вальцы, фильера, резец. Значит, что хочется сказать по поводу, ну, все, что касаемо гравировки, тут понятно. Мастер вырезает это все резцом, вручную. Процесс обучения гравировки очень длительный. В кубачинских школах учат детей с детства гравировки. Считается, что мастер становится мастером гравировки только тогда, когда он 40 раз проткнет себе руку этим резцом. Так что процесс очень сложный. Теперь, что касаемо вот этого вот черненного рисунка. Очень много бывает вопросов у людей. Значит, это так называемая горячая чернь. Что она из себя представляет? Горячая чернь — это, значит, порошок, который засыпается в выгравированные мастером вот этим резцом борозды в серебре. Туда засыпается вот эта вот горячая чернь. И при температуре градусов 700, 750, 800 эта чернь растекается и заполняет все вот эти гравированные впадины. И накрепко, практически бессрочная у нас гарантия на чернение. Никогда она не покинет, как говорится. Даже при падении кувшина, даже при каких-то, вот только если его там подвергнуть какому-то там
давлению раздавить, сплющить, она может потрескаться. В противном случае чернение никогда не выйдет из вот этого вот серебряного кувшина. В свое время чернение считалось, когда не было пробирных палат и не было вот таких современных методов определения качества серебра, его пробы, вот это вот чернение, горячая так называемая чернь, она была доказательством того, что изделие серебряное. Почему? Потому что ни на один металл на земле больше чернение не ложится. Оно вступает в реакцию только с серебром. Поэтому это своего рода в старые времена было доказательством, и люди брали в основном вот изделия с чернением, чтобы не подвергать себе риску быть обманутым, что купил не серебро. Ну вот вкратце такой вот у нас сегодня небольшой обзор. Что еще можно сказать? Серебряные кувшины в основном берутся для воды. Вода по истечении 2,5-3 часов нахождения в этом кувшине убиваются более 600 видов бактерий и микробов. А известные антибиотики убивают только 250-300 видов. Поэтому вода сюда наливается фильтрованная. Наливается вода, и через 2,5-3 часа готова к употреблению полностью ионизированная вода. Налили, например, себе в стакан, вот такие вот стаканы, но о них мы уже в следующем видео расскажем. Налили себе в стакан, в любой стакан, не обязательно серебряный, вода уже ионизированная серебром. Налили в стакан, тут же дополнили этот кувшин снова доверху, чтобы он все время был полный. Ну, на этом, как говорится, обзор с серебряным кувшином данного вида мы пока закончим. В дальнейшем будем рассказывать более подробно в остальных наших изделиях. У нас их очень много. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем ждать вас и готовы ответить на все ваши вопросы. До встречи.